Ребят, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как рассчитать приводную звезду для гусеничного привода. Покажу формулы, покажу расчеты и как в Solid построить эту самую звездочку. Итак, давайте начнем. Для того, чтобы нам спроектировать приводную звезду, нам первоначально нужно знать параметры нашей гусеницы. Основные параметры это такие, как шаг зацепления, то есть это расстояние между осями отверстий трака, либо это расстояние от центра зуба трака до соседнего центра зуба трака, либо если это гусеница с отверстием, как допустим в снегоходах, а зуб торчит наружу. Вот как здесь на фотографии показано, то это центр между отверстиями, соседними отверстиями. Это тоже будет являться шагом зацепления гусеницы. Второй параметр нам нужно знать, это толщину гусеницы. Ее, либо, точнее, если быть, это расстояние от центра, так скажем, сгибания гусеницы до катка, либо до приводной звезды. То есть в моем случае вот это пол размера толщины гусеницы B равно 3,5 мм. То есть у меня весь трак 7 мм. Этот параметр, который нам нужен, это 3,5 мм. После этого нам нужно произвести некоторые геометрические вычисления, несложные. То есть вот для упрощения сделал такую программу в Excel. Ссылочка там будет тоже под видео для скачивания. То есть вот зеленые квадратики это те параметры, которые мы вносим, которые мы хотим получить в итоге приводную звезду. То есть вот еще раз, шаг гусеницы 16 мм в моем случае. Вы ставите свое значение. Расстояние от оси трака до катка 3,5 мм, но это B размер. Вот он. И требуемое количество зубьев звезды N. В моем случае это было 13 зубьев. Вот. Далее, то есть наша звездочка изначально представляет собой многоугольник. То есть в нашем случае это будет многоугольник из 13 зубов, 13 вершин многоугольника. И нам нужно параметр, вот есть формулы такие для описания, то есть в нашем случае нам нужно знать окружность, вписанную в наш многоугольник. Вот радиус R, маленький радиус, вот из этой формулы, в Excel тут есть тоже вбита формула, вычисляем его, находим радиус вписанной окружности в наш 13-угольный многогранник, так скажем. После того, как мы его посчитали, Excel посчитал нам, нам нужно из этого радиуса отнять толщину B 3,5 мм. То есть здесь цифры не смотрите, это до этого я там пробовал с разными размерами. То есть вот формула, радиус, который нам требуется, радиус звезды, нужно от радиуса вписанной окружности в наш многоугольник отнять толщину нашего половину толщины нашего трака. То есть вот оранжевым тут подсветил, это финальный тот радиус, который нам нужен, то есть радиус окружности приводной звезды с учетом высоты B. Вот. То есть эту цифру нам и нужно использовать будет для построения нашей приводной звезды. То есть копируем это значение и переходим в программу, в которой мы будем моделировать нашу звезду приводную. Вот здесь у меня уже есть эскиз нашего трака реального, который у меня есть. Начинаем чертить звездочку. Сюда вставляем диаметр, который мы нашли, радиус, который мы нашли. И вот сюда можем теперь по касательной ставим наш трак, так как гусеница будет по нему прокатываться. Теперь для того, чтобы убедиться, правильно ли мы посчитали наш радиус и окружность начальную выбрали, делаем следующее. Заполняем круговой массив. Точка в центре окружности. Нам нужно 13 зубьев, потому что у нас 13 зубьев было задано. Вот нам программа построила, то есть мы видим, что каждый соседний трак, ось соседнего трака пересекается строго с осью
следующего трака. И вот в конце мы также приходим в начальную ось первого трака, то есть нету никакого движения, смещения миллиметров, там полмиллиметра, 0,5 миллиметров, это все будет уже, скажется, на звездочка будет закусываться, задевать. Это неправильно, то есть все должно быть идеально попасть в оси. Это говорит о том, что радиус, который мы посчитали, он корректен, и он правильный. Вот. Теперь для того, чтобы начертить профиль зуба, мы должны воспользоваться как бы следующим приемом. Зафиксируем сейчас вот эту ось, чтобы она была у нас неподвижная. Если мы сейчас нарисуем вот профиль непосредственно этого зуба, да, то это будет неправильно, потому что наш зуб, видите, как он идет? Он идет не по, то есть по некой окружности. То есть вот здесь радиус некой окружности имеет. Поэтому для того, чтобы нам его нарисовать, пользуемся сплейном. Инструмент такой, который кривую можно по точкам нарисовать. И вот так вот примерно рисуем тот профиль зуба, который у нас как бы должен получиться. Проверяем. То есть видно, что у нас ничего не задевает, можно чуть-чуть поближе подтащить. Ну вот мы получили в итоге какой-то некий желаемый профиль, который нас уже устраивает, чтобы зуб не закусывал. Теперь мы его зеркалим относительно вот этой оси. Мы получили профиль одного зуба. Ну и теперь, соответственно, также делаем его круговой массив. И вот мы видим, что наша звездочка, в принципе, практически получилась готова. После этого строим модель. То есть моя звезда реальная выглядит вот так. То есть это уже та модель, которую я напечатал, которая уже работает. Вот получается вот такой профиль моей звезды приводной. Вот сейчас, если разрез убрать, это вот финальная полностью приводная звезда. Здесь подшипники, здесь зуб зацепления от мотора. Это зубья для нашей гусеницы, моей гусеницы. Вот примерно так это происходит. Конечно, сейчас можно немножко поспорить в плане того, что этот профиль зуба не совсем корректный, потому что вот эта часть зуба не работает, а работает только практически низ. Но тем не менее, вот для таких моделей небольших, в принципе, такая модель имеет право на жизнь, такие звездочки тоже работают. Дальше на видео покажу, как работает моя реальная гусеница, как происходит зацепление. То есть проблем нету, ничего не закусывает, гусеница не соскакивает, зуб на зуб не лезет. То есть главное соблюсти шаг. Главное соблюсти шаг гусеницы и самой приводной звезды. Вот, в принципе, все, что хотел показать. Какие-то будут вопросы, пишите в комментариях. Еще постараюсь поделиться, рассказать, что непонятно. Ну и, соответственно, я говорю, такой принцип расчета звезды, он верен для любой звезды. Если зуб идет наружу вот сюда, то, в принципе, шаг зацепления, все это считается абсолютно идентично. Так же, вот как на данном примере я вам показал. Поэтому, кому интересно, пользуйтесь, применяйте. Вопросы, если будут, задавайте еще раз в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Ставим лайки, подписываемся на канал.